Здравствуйте, я Татьяна Рогова, и мы поговорим о модели, которая имеет очень эффектную пелерину. Платьице выполнено из шелка. Можно это платье выполнять из ткани, которая мягкая, потому что эффектно лежит пелерина. Платьице выполнено футляр. Платье-футляр. Можно его выполнять с боковой нагрудной выточкой. Вырез по переду не глубокий, потому что он держит вырез по спиночке, который имеет глубину побольше. И чтобы не падало с плеч это изделие, по переду не делается глубокий вырез. Сама пелерина отделана косой бейкой, очень аккуратно. Молнию можно втачивать в боковой срез. Итак, в сторону технический рисунок, будем говорить о самой конструкции. Итак, базовая основа. Вы научились строить базовую основу за пару минут. И поэтому, если у вас изделия предполагаются с боковой нагрудной выточкой, то можно строить такие изделия сразу на ткани. Но если вам предстоит конструировать и моделировать изделие, то есть превращать его в любую другую модель, то без выкройки базовой основы, пусть она даже будет короче до линии бедер, нам не обойтись. Поэтому базовую основу должны выучить за пару минут, как это строится базовая основа с боковой нагрудной выточкой. Мои ученицы уже знают, как это делается, а если какие-то желающие найдутся женщины научиться, прошу, обращайтесь по ссылочке. Итак, нам нужно по заднему, по спиночке начертить вырез мысиком. Мы разделим длину спины до талии пополам и от основания шеи начертим вырез. Вырезаем. Теперь мы определимся по длине, по переду, какая будет длина пелерины. На модели мы видим, она заходит чуть-чуть за грудь, поэтому сантиметров 30 мы будем отмечать. 30 сантиметров. Отметили и записали 30 сантиметров. По спиночке мы видим, что длина пелерины удлиненная. Замеряете длину этой пелерины и отмечаете, допустим, 120 сантиметров. Значит, 120 и 30 нам нужно будет взять на пелерину 1,50 м. Запишем длина пелерины. Длина на пелерину 150 сантиметров. А ширина должна от основания шеи сантиметров 50, чтобы она за локоток получилась. Значит, от центра, допустим, здесь у нас расстояние 7 сантиметров, и от центра 7-10 сантиметров плюс 50, это будет 60 сантиметров. Напополам сложить ткань, это будет 1,20 м. Длина, а ширина ткани 1,20 м. Вот такой отрез вам нужно будет купить на пелерину. Итак, у меня лист бумаги. Ширина ткани 1,20 м, длина ткани 1,50 м. Этот отрез для пелерины. Теперь мы должны найти центр. Нашли центр. Это будет передняя часть 30 сантиметров. Вот здесь у нас отмечено 30 сантиметров. Мы к центру
приложим выкройку. Или, если вы кроите сразу на ткани, то после примерки вы положите уже готовый крой. Вот у вас четко отмечен вырез. Это все делается после примерки, чтобы сделать на пелерине идеальный вырез и по спиночке, по полочке, то есть и по спиночке. А вот спиночка мы ложим к центру. И делаем вырез. Все идеально. Теперь мы знаем, что у нас от основания шеи нужно будет отложить 50 сантиметров. Это длина на рукав. И теперь, убирая выкройку, мы с вами сделаем плавную вот такую линию для пелерины. Вот так. Здесь мы сделаем, даже можно попрямее немного. Вот такая будет пелерина. Сейчас я нарисую четче. Скруглю не вот в этом месте, чтобы она очень красиво легла в фалдочку. Все. Это уже не нужно. Вырез обозначен. Вырезаем саму пелерину. Я почти вам никогда в видеороликах не отмечаю, когда забываю, когда считаю ненужным, потому что вы знаете мои базовые уроки, где долевая нить. Это будет доль. Теперь вырезаете вырез по горловинке, и у вас получается вот такая пелерина. Обрабатывайте ее в круговую аккуратненько руликом, все отутюживайте, затем вы обрабатываете свое изделие. Вот в этом месте фалдочка будет у вас падать с подплечиков, и втачиваете уже пелерину с горловиной вместе. Можете обработать вместе с вырезом, с пелериной вырез, а можете самой пелериной обработать вырез по горловинке вот таким образом. И шов у вас отделочный останется между пелериной, вот так, допустим, внутри вот этой пелеринки. Все, это все, что я хотела вам сказать. Во внутренней стороне есть еще одна модель черного платья. На снимочке я показываю вам, если вы будете вдруг выполнять с отделочной тканью, то вам нужно выкраивать две такие детали и, не обрабатывая роликом, соединяйте между собой, и у вас получится пелеринка черная с белым, как на втором рисуночке. На этом я с вами хочу попрощаться. Всего вам доброго. До следующих встреч. С вами была Татьяна Рогова.